Альбом Adventure, в оригинале выпущенный в 1978 году, был переиздан в 2025 году в серии Rhino High Fidelity. Это роскошный выпуск. Он также был записан с оригинальных аналоговых лент в студии мастеринга Coherent Audio в Норт-Хиллз, Калифорния, США. Альбом был записан владельцем и руководителем студии Кевином Грэем. Судя по прекрасному звучанию переиздания, Грэем была проделана великолепная работа. Опять же, обложка и оформление переиздания вызывает очень приятные эмоции. Глянцованная раскрывающаяся обложка из очень плотного тяжелого картона, как 60-е в США. Отличный внутренний конверт для самой пластинки. Два вкладыша с дополнительной информацией, фотографиями группы, аннотациями и текстами песен. Раскладная вставка с заметками от сопродюсера альбома Adventure Джона Янсена. В сумме перед нами снова вариант переиздания, который по оформлению превосходит предыдущие переиздания и оригинал. К звуковой палитре никаких претензий нет, звучит переиздание прекрасно, так как у меня уже был экземпляр этого альбома оригинального года выпуска, который я купил около 10 лет тому назад. Мой старый экземпляр был выпущен в 1978 году в Германии. То я имел возможность провести сравнительное прослушивание обоих вариантов. Я все-таки не звукорежиссер, и я не имею аппаратуры высокого класса, поэтому я с одинаковым удовольствием слушал оба варианта выпуска этого альбома. Какой-либо существенной разницы звучания я лично не заметил. И новый, и старый выпуск звучали отлично. И высокий, и бас, и панорамное звучание – все на своем месте и в достаточной степени. Хотя многие музыкальные обозреватели утверждают, что переиздание 2025 года намного превосходит по качеству звучания оригинал. Что переиздание альбома в целом звучит богаче, высокая детализация, чище звучание и более плотный бас, существенное раскрытие атмосферных элементов, низ ощущается расширенным и панорамным, ритм-секция более выразительна. Может, оно все так и есть, но я лично этого не заметил. Я не уловил такой разницы, чтобы она сразу же была очевидной. Но у меня нет никаких сомнений в том, что так шикарно оформленное переиздание и так отлично звучащее явно обрадует всех поклонников группы Television. Данное переиздание было также выпущено в количестве 5000 экземпляров. И снова мой экземпляр этого альбома имеет номер 0000. Повторю, что именно такой номер имеют экземпляры, которые идут не в продажу, а предоставляются самим исполнителям. Лично мой вывод: при выборе, что лучше купить, оригинал или переиздание, то для фанатов группы выбор будет очевиден, надо купить оба варианта. Для приверженцев первопрессов, конечно, будет ближе вариант покупки оригинала. Остальные слушатели будут счастливы не меньше с этим прекрасным переизданием. И еще, я хочу отметить, что я тоже отношусь к тем, кто считает, что второй альбом группы Adventure ничем не хуже нашумевшего дебютного альбома. Это просто другой альбом. Я лично люблю его не меньше дебютного. Скажу сразу, мне очень жаль, что третий студийный альбом не был перевыпущен в таком же шикарном варианте, как предыдущие два. Я уверен, что третий альбом группы заслуживает к себе такого же уважительного отношения. Раньше у меня был этот альбом на виниле, это было переиздание 2012 года. Я вынужден был его продать из-за финансовых сложностей. Поэтому я очень рад, что вынужденная потеря этого альбома была восполнена таким подарком. Переиздание 2024 года альбома Television – это выпуск, ремастеризированный Патриком Деревазом, давним соратником Тома Верлена. Это третий выпуск данного альбома на виниле. Первый и оригинальный выходил в 1992 году, потом было переиздание в 2012 году, и вот уже в 2024 году второе переиздание на виниле. Сравнивать этот выпуск мне было не с чем, я просто послушал его с большим удовольствием. Песенный материал этого альбома мне лично ближе и нравится не меньше, чем ранние работы группы, а некоторые треки понравились даже больше. Отсутствие упаковки класса люкс у этого выпуска полностью компенсируется отличным, качественным изготовлением винила, без каких-либо замечаний. И
конечно, прекрасным звучанием этого переиздания. Музыкальные критики не безосновательно считают этот альбом мощным возвращением группы после их пика творчества в конце 70-х годов. Группа смогла создать одновременно узнаваемое, изысканное и уникальное звучание. Те музыкальные критики, у которых была возможность сравнить звучание этого переиздания с оригиналом, отмечают, что данное переиздание предлагает лучшее разрешение и детализацию и яркую общую тональность. От себя добавлю, если попадется вам это переиздание 2024 года, вы можете его покупать без сомнений. Альбом доставит вам удовольствие от прослушивания песен отличной группы. Переиздание 2024 года концертного альбома Live at the Academy New York 4 декабря 1992 года. Это первый официальный выпуск данного альбома на виниле. Оригинал этого альбома выходил в 2003 году только на CD. Переиздание альбома выпустили на двух винилах красного и белого цвета в довольно аскетичной обложке. Этот выпуск был приурочен Record Store Day 2024 года. От себя скажу, что обложка данного выпуска вызывает сожаление своей простотой и дизайном. И бумажные внутренние конверты для пластинок тоже не радуют. Очевидно, что при выборе оформления этого выпуска на первом месте стояла экономность затрат. Концертное выступление группы, которое состоялось 4 декабря 1992 года, зафиксировало группу в хорошей форме вскоре после процесса записи их третьего студийного альбома. Сет-лист концертного альбома включает 8 треков из третьего альбома и 3 трека из их дебютного альбома Marquee Moon. Многие музыкальные критики хвалят этот концерт, выделяя его как замечательную демонстрацию живой энергии и музыкальности группы, и описывая его как мощный и отличный. Нет сомнений в том, что фанаты группы и коллекционеры будут стараться купить этот альбом, невзирая на его скромное оформление. Качество звука в целом не идеальное, но и неплохое. Мнения слушателей по качеству звучания при выпуске этого альбома разделились. Есть как абсолютно негативные оценки, так и положительные. Перевес в сторону того, чтобы считать звучание данного выпуска хорошим. От себя скажу, если сравнивать качество звучания первых 3 альбомов с этим концертным, то, конечно, разница огромна. Эта запись больше похожа на высококачественный бутлег, но из-за неимения лучшего очень рад, что владею таким вариантом. По качеству изготовления этот альбом явно не радует. У многих покупателей именно качество изготовления вызывало большинство нареканий из-за наличия дефектов. Мне, судя по всему, повезло, так как мой экземпляр только имел легкую волну на обоих винилах, что на звуке не отразилось. Да, и еще в 2-3 местах легкое потрескивание, которое, я думаю, уйдет, когда я помою винил. Уверен, что большинство поклонников группы Television этот перевыпуск примут в качестве отличного дополнения к их коллекциям. Ну а на этом на сегодня все. Я вам рассказал о переизданиях всех 4 альбомов нью-йоркской группы Television, полученных мною в качестве подарка от басиста группы Фреда Смита, за что ему огромная моя благодарность. Приятного вам прослушивания музыки, а не воя воздушных сирен, взрывов ракет и дронов. И мира нам всем. До свидания.